Всем привет! Героем сегодняшней программы у нас будет Артем Белах. Он недавно подписал контракт с мировой масштабной лигой лучшей в мире One Championship. И сегодня мы узнаем у него, какие у него планы на карьеру, как проходит его подготовка и как он вообще живет в Таиланде. Привет! Приветики! Ребят, здорово! Сегодня мы в Tiger Muay Thai, я покажу свою тренировку по тайскому боксу. Погнали! Поехали! Тём, в Таиланде сейчас 12 часов дня. Это твоя первая тренировка? Да, сейчас у меня будет первая тренировка и единственная на сегодня, потому что в среду, так принято, что чаще всего в кемпе я делаю отдых среди недели, делаю одну тренировку, вечером либо серф, либо баня, по-разному. Круто! Сейчас мы наблюдаем, у вас очень тяжелая работа. Скажи, пожалуйста, что тебя мотивирует каждое утро вставать и идти рубиться? Я просто понимаю, что я могу достичь гораздо большего, чем есть в настоящий момент. И когда, не знаю, мне нужно очень многого добиться, чтобы успокоиться. А ты считаешь, что чем больше трудишься, тем больше добиваешься? Конечно, конечно. Труд, дисциплина, она бьет класс, все бьет, и скорость, и все. Если ты трудишься, ты дисциплинированный, все будет. Просто нужно времени. Да, смотри, вот, помимо труда, есть ли еще какие-то сферы, которые ты развиваешь? Потому что трудится в зале очень много ребят, и действительно смотришь, они показывают крутые результаты, но во время боя происходят какие-то ситуации, они не выигрывают, как будто бы сдаются, я не знаю, что-то над ними берет вверх, что они выходят и не показывают тех результатов, которые показывают, допустим, в зале, в спарринге. Но я стараюсь много времени уделять своему ментальному развитию, стараюсь читать, развиваться в этом направлении. Также я полностью отдаю себе отчет, что столько, сколько работаю я, не работает ни один мой соперник. Почему я не могу выиграть? Здорово. А есть какая-нибудь топ-книга, которая повлияла на твои результаты? Джима Фрема «Разум чемпионов». Вот эта книга очень крутая. Скажи, пожалуйста, была ли у тебя картинка, видение того, где ты сейчас находишься? Если взять когда ты выступал еще бесплатно, то есть представление о том, куда ты идешь, Да. было? Да, у меня было представление, я знал, что я попаду в Tiger Muay Thai, знал, что я попаду в команду. Было вот это представление, но конечно, в целях было попасть в UFC, как у всех бойцов. Целеполагание. То есть ты поставляешь цели, да, и постепенно до них доходишь. И потом, когда я понял что там с визами, с этим всем проблемы и все такое, я рассматривал ПФЛ, Беллатор, One FC, и из всех, кроме UFC, меня привлекал One FC очень сильно. Азиатский промоушен. Я еще, наверное, лет 8-7 назад смотрел ролик на ютубе, назывался он «Промоушен будущего». Реально? Да, и я смотрел и думал, вот это круто они делают, они начали потихоньку внедрять кикбоксинг, потом сейчас уже грэпплинг внедряют. И я думал, круто было бы там подраться, подумал, и мысль отложилась, и все. И пошла реализация, получается. Это сколько от мысли до реализации? Где-то 7-8 лет где-то так. My student now fit, very fit now. Can choose him. TKO, choose him. Win champion.
Есть ли какие-то преимущества заниматься в Таиланде, в Tiger, Muay Thai, преимущества от российских каких-то кемпов? Безусловно, сюда приезжают лучшие бойцы со всего мира, иностранцы, да, австралийцы, англичане, американцы, ну, я не знаю, я даже не могу всех перечислить, там, бразильцы, ну, миллионы людей сюда приезжают просто для того, чтобы именно боевой опыт получить, спарринги, борьба, вот этот опыт, который, ну, дома ты не почерпнешь нигде. Можно съездить там в Дагестан, в Чечню, в Осетию, еще куда-то, вот, но как бы здесь больше преимуществ за счет, ну, и там ты можешь это получить, но здесь больше преимуществ за счет климата, за счет того, что здесь функционально ты гораздо быстрее растешь, адаптируешься, привыкаешь к этому климату, потом возвращаясь домой, вот у меня был опыт, я дрался после кемпа в Таиланде, я 3 месяца здесь был, 4 даже, приехал в Россию драться, но я просто, ну, я даже не задышал, я даже не почувствовал. Да, единственное, вот что здесь прям максимально двигает к прогрессу, это солнце, улыбки, фрукты, и что просто в нескончаемом количестве здесь. Да, я хочу тоже отметить, потому что второй год живу в Таиланде, и здесь действительно, даже если ты проснулся в каком-то не очень настроении, ты делаешь шаг на улицу, тебя окружают краски, все время улыбчивые какие-то люди, и мне кажется, это еще тоже дает какой-то стимул, потому что всегда круто делать что-то в хорошем настроении. Тём, ты скоро дебютируешь в One Championship. Скажи, пожалуйста, какие сейчас твои основные спарринг-партнеры присутствуют в этом лагере? Ну, на данный момент я нахожусь в лагере вместе с Петром Яном, Ильхомом Назимовым, Абу Муслимом и Шамилем. Шамиль тоже дебютирует в One Championship. 12-0 у него рекорд, очень хорошая борьба у парня. Вот, с Муслимом также работаем постоянно, он здесь живет. Петр Ян готовится к своему бою, Ильхом также. У нас так получилось, что интересно, что Ильхом дерется 20 числа, я дерусь 21-го, Шамиль и Петя дерутся 22-го. Они на одном турнире? Нет, Петя дерется в Абу-Даби, Шамиль дерется в ONE-FC, только который One Prime. И мы, то есть, готовимся 10 недель вместе. Ну, очень приятно. У нас есть тренировка, когда мы раздельно тренируемся, там пады, еще какая-то работа, отдельно кому что нужно. Но основные тренировки у нас проходят вот в этом составе. Ну, как бы у нас все дружно, все друг друга поддерживают, все друг друга наставляют. Опыт от Петра Яна помогает, короче, с многими барьерами, скажем так. Тём, так как мы находимся в Tiger Muay Thai, я знаю, что здесь тренируются чемпионы, и у меня вопрос о предстоящих боях. Что ты думаешь вкратце о бое Малыхина с Арджаном? Я думаю, начнем с того, что я сижу рядом с его женой. Я нахожусь с ним в одной команде, мы часто тренируемся вместе, скажем так, в одном зале, сокомандники. Я думаю, что для него это просто, один раунд, и Арджан идет спать. Как бы больше ничего я не могу здесь думать, просто, я даже не знаю, что здесь можно еще подумать, потому что Анатолий это другой уровень, у него 0 поражений, у него безупречная борьба, жесточайший, мощнейший бокс. У Арджана есть только то, что он работает на очки, но с Анатолием эта работа не проходит. Тём, также в спортивном лагере присутствует чемпион Беллатора Немков, Вадим Немков, и у него скоро бой с Кори Андерсоном. Что ты думаешь о этом бое? Я думаю, что... я вижу, как Вадим тренируется, сколько времени он уделяет борьбе вместе с Анатолием, еще с ребятами тут. Я думаю, что для него это будет конкурентный бой, но у него есть все для того, чтобы его выиграть. Тём, и еще один вопрос про Петра Яна. Он также сейчас проходит сборы в Таиланде, ты проходишь с ним лагерь, и у него бой с Шоном Амелем. Что ты думаешь о этом тоже поединке?
Ну, я, наверное, как и все фанаты ММА, я как бы понимаю явное преимущество Петра. Для Шона Умели это бой такой, что типа, ну, если выиграл, то это большой шаг. Если проиграл, то ничего страшного. Ян это номер 1 в рейтинге. И, ну, то есть, по идее, здесь рискует только Ян. Шон Умели ничем не рискует. Но Ян голоден после вот этого досадного поражения. Я вижу, как он тренируется, как он себя полностью выжимает на тренировках. Я думаю, что у него есть еще запал на то, чтобы добраться до пояса, пройти с легкостью Шона Умели и побороться за титул. Тём, ну и поделись, пожалуйста, своим планом на бой. Если ты переживаешь, но, скорее всего, даже я переживаю, потому что не переживаешь. Могут посмотреть люди, которые передадут информацию, но мы сделаем ход конем. Мы сейчас прослушаем твой план, ускорим его и после боя покажем, насколько твой план и работа в октагоне, работа... Сошлись. Да, сошлись. Дальше Заберешь? однозначно. То по-другому быть не может. Закрепили этот момент. Тём, сейчас мы побывали у тебя на тренировке. Скажи, пожалуйста, что по плану у тебя дальше? Дальше по плану обед у меня. Мы сейчас отправимся пообедать. Я покажу, в чем еще проявляется дисциплина. После этого, так как сегодня среда, день отдыха, мы отправимся на пляж кататься на серфе. А сейчас Тёма нам покажет свою любимую связку, и мы посмотрим, что он там готовит на свой предстоящий бой. Пользуйтесь. На здоровье. Тём, скажи, пожалуйста, какие твои 3 главные составляющие для того, чтобы чувствовать себя прекрасно в бою? Ну, то есть тренировки, мы это уже выявили, да, что ежедневные, дисциплинированные. Что ты еще включаешь в топ-3 своих основных составляющих? Одно из самых важных, главных правил для меня — это следить за калориями, за тем, за то, чем я заправляю, скажем так, свой организм. Давай продемонстрируй, Да, пожалуйста. нажимаю на весы. Сейчас мы их поровнее выставим. Сейчас мы посмотрим. Отлично. 22 грамма тост. 22 грамма это что, тост у нас? Да, тост, Ага. бекон. 6 грамм. Одна штучка авокадо. Сейчас мы просто его сгрузим сюда. Оп. 55. И яичница. Мы тоже ее сюда. То есть каждый ингредиент нужно отдельно взвесить, чтобы узнать калорийность отдельного продукта. Где-то есть какая-то таблица, по которой это все можно узнать. Нет, есть программа Fat Secret, мы через нее считаем, отправляем в Physical. Каждый день отчет, сколько прошел шагов. Отлично, 120, ну это примерно 2 яйца. Все, после этого мы заносим это все в программу. Ну, как видите, это заняло, короче, не так много времени. Ну, это, опять же, рука у меня набита, я занимаюсь этим 4-й год, я работаю с Олегом. Я сейчас прям сразу скажу, сколько это калорий. Просто... Это в программе тоже высветится у тебя, да? 22 грамма тост, авокадо 55. В целом, ну, это конкретно дисциплинирует. Ну, ты даешь своему организму, у тебя нету большого дефицита, который вызывает стресс. То есть мы всегда делаем такой дефицит, чтобы я мог тренироваться, восстанавливаться, и уходило именно лишнее, да, то, что, ну, жир, чтобы горел именно жир с меня. Но не было такого, чтобы я был в стрессе, чтобы мне там постоянно не хотелось тренироваться, ничего не хотелось.
То есть при своей весогонке ты не испытываешь упадок сил, то есть ты себя чувствуешь прекрасно. Да. Здорово. Это, ну, мне кажется, огромнейший приоритет в таком подходе, потому что это действительно помогает на бою быть собранным. Тём, сейчас мы с тобой перекусим, и куда ты нас пригласишь дальше? Мы едем кататься на серфе. Вау, Да. круто. I surrender to you. I surrender to you. Тём, куда мы приехали? Что это за пляж и что ты здесь делаешь? Ну, это одно из моих любимых мест Таиланда, пляж Ката. Здесь просто крутейший вид, крутейший закат, море мест, где можно покушать, и очень хорошая площадка для серфа. Вот здесь частенько проводят соревнования, кстати. По серфу, да? Да. А серф для тебя это как еще одна тренировка в твоем лагере или все-таки это как хобби, разгрузка? Что ты делаешь во время серфа? Это больше для того, чтобы разгрузиться, сменить род деятельности, но также это очень хорошее кардио, помогает хорошо раздышаться в воде. Ну, ты борешься с волнами. Крутяк. Покажешь? Да, конечно. Поехали. Тём, как ты считаешь, почему именно ты, почему именно у тебя появилась такая возможность выступать, дебютировать в одной из самых лучших лиг мира, One Championship? Я думаю, что дело все в упорстве, в том, что, ну, я когда-то услышал такую фразу, не знаю, кто ее автор, я честно даже не могу, сейчас я не вспомню, где я ее услышал, что в момент, когда больше всего хочется сдаться, победа рядом. Вот. И у меня много трудностей, много каких-то жизненных ситуаций были, которые мне говорили, что нужно остановиться, что это не то чтобы там не твое, или там, ну, есть дела, есть там семья, есть жена, есть чем заниматься, нужно зарабатывать деньги, ты занимаешься, грубо говоря, может быть, не тем или еще что-то. И всегда, когда хотелось сдаться, я вспоминал эту фразу и понимал то, что, ну, мой максимум там дальше, и победа рядом, и я уже близко. Ну, если хочется сдаться, значит, я очень близко. Здорово. А на твоем пути вот именно к подписанию такого контракта, да, были люди, которые не верили, которые останавливали, которые как палки в колеса вставляли. Были ли такие на пути? И как ты вот обходишь этих людей, потому что, мне кажется, в принципе, они у каждого есть. Да, такие люди, безусловно, есть. Такие люди, они тебя останавливают, они тебя тормозят. Но я, честно говоря, вот благодаря моей жене, у меня если есть какие-то переживания или еще что-то, я всегда с ней делюсь. И как бы она мне помогает, подсказывает. Как ты относишься к людям, так и они относятся к тебе. То есть если ты злой, завистливый, там, ну, тяжело куда-то дойти, к чему-то прийти. Если ты, ну, действительно искренне радуешься за людей, там, готов им чем-то помочь, они всегда тебе помогут, вот,
ну, множество примеров в моей жизни было, и я точно могу сказать, что это так. Ага, здорово. Тём, давай маленькая предыстория о том, как ты попал в One Championship. Сколько у тебя это по времени заняло, что ты для этого делал, какие шаги предпринимал? Она очень интересная просто. Я постоянно, вот можете зайти в мой инстаграм, отметки, я отмечал UFC, One Championship, Bellator, Dana White Contender. Я туда... Было время, что, ну, когда, ну, я понимал, я отчаивался там, что, блин, там бой слетел, очень много боев у меня слетало. В российских лигах, в Беларуси должен был драться, еще там, ну, постоянно что-то слетало, постоянно что-то мешало, постоянно это. Я, ну, брал как бы себя в руки и просто целыми днями писал. Отправлял анкету, такой-то, такой-то боец, такие-то, такие-то регалии. Каждое утро ты просыпался и делал отправку писем Да, в разные лиги. Да, в основном это было на карантине. Я помню то, что я просто каждый день я начинал утро с этого. Писал Дай везде. 5. Просто мощно. Я писал в чатре, я писал в ван, писал везде, просто где только можно. Я переписку, по-моему, тебе показывал, да? Да, я поэтому и говорю, что это очень интересная история. Да, это на то, насколько сильно твое намерение. Да, я очень сильно хотел, и 21 октября я буду там, это будет мой день, ничей больше. 100%. Мы, конечно же, будем держать за тебя кулаки, возможно, полетим даже с тобой. Кто не знает, я являюсь менеджером Артема Беллаха, и это тоже как наша командная работа. И Тему, почему? Ты еще расскажи, знаешь, какой момент, как ты вышел на нас, да, откуда ты узнал, что мы подписываем, и как ты думаешь, почему я тебя подписала? Для меня это просто тоже, ну, такая ответственная работа, и я очень тщательно и очень изборочно выбираю людей. Я был несколько лет назад в Таиланде, вы тогда с Толей только-только приехали. Я до этого еще, ну, следил за Анатолием в социальных сетях. Русский богатырь, просто огромное уважение к нему, чемпион мира по союзу, по борьбе, по грэпплингу, блин. Все, что только можно выиграть, он выиграл. Я следил за его карьерой еще с любителей. Ну, один русский парнишка такой, как его не заметить. Еще такой большой. Да, еще большой, веселый. Он начал активнее вести Инстаграм. Вот, и я был на него подписан, видел, как вы продавали вещи, когда уезжали в Таиланд. Вот. И, ну, смотрел еще, жене говорил, смотри, типа, говорю, тоже, типа, поедем в Таиланд. Вот, и потом так получилось, появилась возможность. Мы с Толей как бы хорошо общаемся. И я думаю, Толя тебе про меня рассказывал, может. Но я, если честно, еще до того, как тебя подписала, я за тобой наблюдала. Я наблюдала, какой ты в жизни, какой ты на тренировках. И можно я скажу, почему именно я выбрала тебя первого? Потому что, во-первых, ты очень благородный человек. И пообщавшись с тобой, мое как бы внешнее, ну вот это все сошлось по пазлу. Второй момент, то, что ты трудолюбивый, это видно по залу, что ты выкладываешься на тренировках. Для меня это, как знаешь, такая база, когда человек благородный, отдающий, вот про то, что ты сейчас сказал, и при этом трудолюбивый. Блин, это такие качества, которые могут реально привести к огромным результатам. И я вижу тебя чемпионом, и будет классно наблюдать за этим путем, как ты к этому придешь. И скажи, вот какие у тебя еще цели, наверное, на карьеру бойца? Хочешь ли ты остаться в One Championship или рассматриваешь UFC? Хочешь ли ты забрать пояс? Вообще, в общем, давай цели на 3 года. Вот через 3 года мы с тобой встречаемся, и ты говоришь, вот, блин, помнишь, Анит, я тебе 3 года назад говорил, и вот смотри. Ну, я хочу забрать пояс One Championship, переподписать контракт на более выгодные условия и защищать этот пояс, делать громкие бои, бить громких ребят с громкими именами. И я не знаю, что будет дальше, но пока моя цель One Championship, пояс и полное доминирование в дивизионе.
Ну, я хочу просто, чтобы у всех была ассоциация со мной, когда говорили об этом дивизионе, о результатах этого дивизиона. Я бы мог выступать еще и по грэпплингу, но по кикбоксингу я, честно говоря, навряд ли бы потянул там суперзвезды просто. Но по грэпплингу я бы попытал счастье. Что ты чувствуешь в день перед боем? И как ты с этим справляешься? Просто вернемся опять же к тому, этот вопрос я задавала, потому что он очень важный. Немногие люди могут иметь власть над своими эмоциями. И вот эти эмоции в виде чего-то у каждого своего приводят к поражению. Скажи, как ты выходишь на более такое ровное состояние и что ты чувствуешь вообще? Поделись. Ну, конечно, у всех есть волнение, у всех есть переживания. У нас, я вот так вижу это. У нас есть не один соперник, там, не бой, это сам с собой. Это два соперника, два страха. Страх победить, страх проиграть. Ты борешься с обоими, в итоге кого ты побеждаешь, получается либо победа отсюда, либо поражение. Я считаю, просто нужно доверять себе. Каждый день ты работаешь, я честно, я не понимаю, кто меня может выиграть, когда я каждый день делаю столько работы, я там дисциплинирован, у меня отлаженный режим, у меня отлажено питание, я профессионал в питании, профессионал в режиме, профессионал во всем. И я не могу, я не знаю, что нужно сделать, чтобы меня победить, потому что мои навыки борьбы, мои навыки ударной техники, они мне позволяют конкурировать с очень сильными ребятами. И я не скажу, что я кому-то в чем-то уступаю или уступлю. Точно, это не планируется. Поэтому, когда выходишь на бой, просто когда ты понимаешь, что ты сделал все для того, чтобы ты выиграл, ты готов функционально, ты готов вообще ментально, ты сделал все. Просто осталось выйти и получить удовольствие, там, 15 это минут или 25 минут. Ты просто выходишь и, делаешь это с улыбкой, потому что ты прошел там 10 недель страшнейших нагрузок, страшнейшего эмоционального напряжения. Это очень большое напряжение. Ты это все проходишь, и ты понимаешь, что просто 10 недель ты пахал, там, или год ты пахал. В моем случае 10 месяцев я пахал. И я понимаю, что просто 15 минут, и я могу отдохнуть. Мне нужно просто показать все, просто выложиться. И с этой мыслью я иду на бой и дерусь. Только так я себя могу настроить, что да, я шел к Это как этому. внутренний диалог с самим собой у тебя происходит. Да. Это внутренний диалог, я понимаю, что я сделал все для победы, я не знаю, что должен сделать соперник, чтобы победил он. Круто. Сумасшедший настрой. Да. Тём, огромная тебе благодарность за сегодняшний день, за твою открытость, за то, что ты с нами поделился секретами, поделился своим жизненным путем, потому что я уверена, что люди, которые в чем-то сомневаются или перестают верить в тебя, глядя на твой пример, это действительно мотивационная история. С чего ты начинал, к чему ты пришел, и у тебя действительно великие планы, и я уверена, что у тебя все получится. Еще раз огромная благодарность, легкой тебе победы 21 октября. One Championship, будем смотреть трансляцию, как Артем будет заявлять о себе. До встречи!